Иногда, покупая дом, даже представить себе не можешь, какие тайны оставили тебе прошлые владельцы. Случайно заглянув за шкаф, можно обнаружить пыточную, ожившую куклу или сокровище из прошлого. Я расскажу вам про самые загадочные комнаты, которые нашли обычные люди. А самое главное, про вещи в них, которые заставляют волосы вставать дыбом. В конце вы увидите самую удачную находку, стоимость которой превышает 22 миллиарда долларов. Можете себе такое представить? В маленькой уютной французской деревне Белабре, скрытой на юго-западе страны, развернулась удивительная история, которая привлекла внимание как местных, так и зарубежных СМИ. Она началась с таинственной комнаты, долгие столетия спрятанной в одном из домов. Ей оказалась спальня 22-летнего лейтенанта французской армии Юбера Рошера. Он служил в кавалерийском полку во время Первой мировой войны и погиб в деревне Локер во Фландрии 26 апреля 1918 года. Погибшего солдата изначально похоронили на британском кладбище, однако в 1922 году его тело перевезли в родную деревню, где ему посмертно была вручена медаль за мужество. Родители Юбера, проникнутые горем, так и не смогли примириться с потерей сына и решили сохранить его спальню в первозданном виде, скрыв ее кирпичами, чтобы сохранить память о нем. За прошедшие годы особняк с загадочной комнатой сменил несколько владельцев, но каждый из них соблюдал странную традицию – обещание не открывать эту комнату. Согласно условиям сделки, спальня Юбера должна была оставаться запертой минимум 500 лет. Но судьба распорядилась иначе. В 1955 году новыми обладателями особняка стали Даниэль Фабр и его супруга, наследники предыдущих владельцев. Поддерживая традицию, они также решили не нарушать установленные правила и долгие годы жили с этой тайной, не раскрывая комнату до 2014 года. Дом стоял пустым до 2020 года, пока в него не переселилась одна из их дочерей вместе с семьей. Они решили действовать, не веря в проклятие прошлых владельцев. И им словно открылся настоящий портал в прошлое. В спальне солдата все оставалось таким же, каким было при его жизни. Лежали разбросанные вещи, сохранялась атмосфера того времени, а на стене висел большой портрет Юбера. Казалось, что человек только вчера ушел отсюда. Теперь в эту комнату вводят целые экскурсии. Родители солдата могут быть довольны тем, что сохранили память о нем. Но если прошлая история показалась вам недостаточно таинственной и ужасающей, то позвольте рассказать о 32-летнем Джонатане Льюисе из Ливерпуля. Он работал учителем в начальной школе и только приобрел старый дом в районе Уолтона. Джонатан заинтересовался пространством под лестницей, которое было заколочено досками. И решив разобраться в этой тайне, парень взял молоток и начал вскрывать доски. И что же он там обнаружил? Старую тряпичную куклу в платье и чепчике. Но это еще не все. В руках кукла сжимала зловещую записку. Загадочное письмо содержало слова: «Дорогой читатель» или «Новый домовладелец. Спасибо, что освободил меня. Меня зовут Эмили. Мои первые хозяева жили в этом доме в 1961 году. Они мне не нравились, поэтому им пришлось отбыть в мир иной. Все, чем они занимались, пели песни и веселились. Это было омерзительно. Я решила зарезать их, так что надеюсь, у вас тоже есть ножи. Надеюсь, вы спите спокойно. Да уж, трудно представить, какой ужас пережил тогда парень. Друзья убеждали Джонатана выставить дом на продажу и переехать, но он, похоже, решил воспринять эту находку с юмором. Вероятно, его успокоило то обстоятельство, что бумага с запиской выглядела достаточно свежей, а не такой, которая лежала с 1961 года. Когда Льюис связался с агентом, который продал ему этот дом, то объяснил, что несколько лет назад был проведен ремонт на кухне. Вероятно, именно в это время предыдущие владельцы спрятали эту записку, решив оригинально пошутить. А ведь парня легко мог и инфаркт схватить. Лично я даже включил свет, рассказывая вам эту историю. Величественный Монтиселло. Это усадьба-музей, связанная с именем Томаса Джефферсона, третьего президента Соединенных Штатов. Этот необычный трехэтажный дом находится в самом сердце Южной Вирджинии.
И несмотря на свою высоту, снаружи выглядит как обычное одноэтажное строение. Он является не только символом истории, но и предметом удивительных открытий. Летом 2017 года, во время реставрации Монтиселло, специалисты обнаружили нечто удивительное – тайную комнату, которая десятилетиями оставалась скрытой от глаз. Это тесное помещение размером всего в 4 метра, лишённое окон и скрытое в южном крыле здания, которое оказалось мастерски замаскировано за мужской душевой. Этот уголок, не имеющий доступа к свету снаружи, привлек внимание исследователей. Специалисты утверждают, что именно здесь, в этой уединенной комнате, жила темнокожая рабыня по имени Салли Хеммингс, которая была связана с Томасом Джефферсоном. Он насиловал и прятал ее от остальных. Большинство историков считают, что Салли Хеммингс действительно была матерью нескольких детей, которые принадлежали Джефферсону. Эта тайная комната, прежде скрытая от посторонних глаз, теперь стала частью экспозиции музея Монтиселло. Она стала не только свидетельством сложной истории этой усадьбы, но и напоминанием о тех временах, когда многие аспекты жизни власть имущих людей, их связи и отношения были скрыты от общественного взгляда. В романе Джейн Эйр Шарлотты Бронте отражена легенда о сумасшедшей женщине, скрытой на чердаке, в усадьбе Нортон-Коньерс в Северном Йоркшире. Бронте посетила это поместье, где услышала историю о безумной Мэри, женщине, которую замуровали в мансарде и спрятали от глаз посторонних. Этот мрачный образ нашел свое отражение в ее литературном произведении. Однако со временем хозяева Нортон-Коньерса забыли о местонахождении мансарды и лестницы, ведущей на нее. Эта часть дома просто исчезла из внимания на протяжении долгих лет. И только в 2004 году текущие владельцы дома случайно обнаружили эту потерю. Один из домовладельцев решил исследовать замок в поисках возможного клада и начал стучать по стенам и полам, пытаясь обнаружить скрытые полости. Наконец, ему удалось обнаружить пустоту под одним из полов. Убрав доски, они наконец нашли лестницу, ведущую в давно забытую мансарду. По всей видимости, во время какого-то ремонта лестницу заколотили, посчитав ее ненужной. Владельцы провели реставрацию лестницы и мансарды, и теперь это убежище сумасшедшей дамы доступно для посещения туристами. Это место, ставшее легендарным благодаря роману Шарлотты Бронте, теперь можно увидеть своими глазами и почувствовать атмосферу, вдохновившую писательницу на такое мистическое произведение. Джейсон и Кэрри Браун из Южной Каролины давно грезили о своем собственном доме. Их мечты осуществились в 2005 году, когда они наконец оформили ипотеку и переехали со своей двухлетней дочерью Меган в небольшой старинный дом на Уитен-стрит в Гринвилле. Однако оказалось, что им не суждено было долго прожить в новом доме. Во время проведения ремонтных работ супруги случайно обнаружили скрытый вход в потайную комнату, которая была скрыта за книжным шкафом. Войдя внутрь, они обнаружили письмо с надписью «Вы нашли это». Больше в комнате не было ничего. В этом письме была разъяснена настоящая причина, по которой предыдущий владелец покинул свое жилище. Оказалось, что он сбежал из-за опасной черной плесени, которая заражала дом и стала причиной заболевания его собственной дочери. А экспертиза подтвердила этот страшный факт. Плесень на самом деле могла угрожать здоровью новых жильцов. Брауны приняли быстрое решение, собрав свои вещи и подав в суд на риэлтора, который продал им это жилище. Почему предыдущий владелец оставил записку в тайной комнате, а не предупредил новых покупателей, неизвестно, ведь сам чуть не потерял дочь. А клочок бумаги могли попросту не найти. Это интересное видео, опубликованное Молли Энн в ТикТоке, показывает необычные особенности ее собственного дома. Видимо, прошлым владельцем была какая-то банда, которая творила беспредел прямо в этих 4 стенах. В видеоролике она показывает обычную лестницу, ведущую на 2-й этаж ее дома. Однако следующий кадр приоткрывает тайну. Эта лестница ведет к потайной двери, скрытой под бетонным полом. Как только лестницу поднимают, открывается коридор, ведущий в эту темницу.
Девушка входит в комнату и быстро показывает помещение. Внутри из примечательного стеллажи с коробками, внутри которых, как выяснилось позже, были вещи мужчин и женщин разных размеров. Однако особое внимание привлекает железная дверь, которая напоминает вход в тюремную камеру, намекая на что-то более темное и серьезное. Интересно, что в этой железной двери есть маленькая калитка, которую обычно делают для заключенных, чтобы передавать еду без риска побега. Что стало с людьми, чья одежда была в коробках – загадка, на которую не смогла ответить даже доблестная полиция. Но я искренне надеюсь, что в свое время их отпустили. История корабля «Королева Мэри» увлекательна и полна странных перипетий. Построенный в Шотландии в 1930 году корабль стал известен своей многофункциональностью и величественным видом. На самом деле это одно из наиболее знаменитых судов, которые постоянно стоят на причале. Первоначально «Королева Мэри» начала свое плавание как лайнер для прогулок 27 мая 1936 года. Однако в период Второй мировой войны судно было реконструировано в военный корабль. Его перекрасили в серый цвет и изъяли все элементы роскоши. Этот корабль, известный как «Серый призрак», наводил настоящий ужас на врагов из-за своей скорости и мрачности. В 1947 году «Королева Мэри» снова превратилась в роскошный круизный лайнер. Однако ее последний рейс состоялся в октябре 1967 года. С тех пор судно остается статичным, пришвартованным в доке города Лонг-Бич, штат Калифорния. Хотя этот гигантский корабль привлекает туристов и был исследован почти до последнего сантиметра, он все же стал объектом необычной находки. В 2017 году рабочие, проводившие ремонт канализационных труб, обнаружили в стене большую дыру, ведущую в скрытую комнату на борту. Там располагалось старое оборудование, которое использовалось в еще довоенные годы. Эта тайная комната, обнаруженная на корабле, привлекла внимание хозяев судна и вызвала интерес у публики, ведь кроме механики, там нашли еще и человеческие кости. Чьи они, как попали в этот замурованный отсек – загадка, на которую так и не нашли ответа. Следующая тайная комната тоже была с весьма странным и таинственным наполнением. Мужчина обнаружил стопку фанеры, прибитой к стене в своем новом доме. Никакой пользы она не несла, и убрав ее, он нашел странный пролом. За этой фанерой скрывалась полноценная комната, в которой были стеллажи со снаряжением, небольшое спальное место и просто тысячи патронов разных калибров. Самого оружия не было, зато на полу были разбросаны листы с инструкциями по сборке взрывных коктейлей и чертежи револьвера. Больше похоже, что бывший хозяин готовился к какому-то зомби-апокалипсису, но непонятно то, где провизия и средства первой необходимости. Полиция очень заинтересовалась находкой, но никаких разъяснений после не давала. Но не всегда находят что-то страшное. Иногда речь может идти и о деньгах с драгоценностями. Например, как в случае неожиданной находки комнаты с кладом, обнаруженной в старинном особняке на улице Чайковского в Санкт-Петербурге во время реконструкции здания. Фотографий счастливчиков нет, да и имена их остались неизвестны. И сейчас я объясню почему, ведь эта история получилась очень загадочной. Строители из Таджикистана, обнаружив случайно комнату, скрытую между вторым и третьим этажами, намеревались вывести найденные ценности и продать их, однако попытка кражи была предотвращена, когда сторож стройки заметил подозрительные мешки, издающие звонкий звук при погрузке, и решил проверить их содержимое. Добавьте сюда еще и тот факт, что грузились ребята ночью, выключив все фонари. Обнаруженные ценности оказались фамильным серебром семьи Нарышкиных. Однако рабочих не привлекли к ответственности за кражу, поскольку официальных заявлений от собственников здания или городских властей не поступило. Их оштрафовали только за нарушение миграционного законодательства. Найденный клад включал в себя множество предметов из серебра, такие как булавки, запонки, браслеты, подвески, а также различные предметы быта, включая часы, зеркала, флаконы и прочее. Он был упакован аккуратно и грамотно, чтобы сохранить ценности в идеальном состоянии. Суммарно там было более 2000 различных предметов роскоши, более 16 килограмм старинного серебра и суммарная стоимость в $10 миллионов, если пересчитывать на текущий курс. Неплохая такая прибавка для мигрантов-строителей.
Эта удивительная находка произошла в 2011 году и считается одной из самых значительных в начале 21 века. Клад был обнаружен в храме бога Вишну во время вскрытия 5 тайных хранилищ, и его стоимость оценивается примерно в $22 миллиарда. Этот уникальный клад состоял из тысяч золотых монет, драгоценных украшений и слитков золота общим весом около 2 тонн. Практически все 5 комнат были забиты доверха, а по углам стояли мешки с алмазами и гигантские золотые цепи, инкрустированные драгоценными камнями. Среди наиболее впечатляющих артефактов – статуя бога Вишну высотой 1,2 метра, изготовленная из чистого золота, в честь которого был возведен этот храм. Храм, основанный в VI веке, служил местом сбора пожертвований и подношений со стороны жрецов, прихожан и гостей. В течение многих столетий эти пожертвования заполняли тайные хранилища храма. После продолжительного судебного процесса сокровища были переданы потомкам Раджи княжества Траванкор, которым принадлежал этот храм. Эта находка остается одной из самых потрясающих историй об обнаружении древних сокровищ и тайных комнат, скрытых в храме на протяжении многих веков. Да уж, вот так находочка. Как вы можете понять, некоторые тайные комнаты находятся на самом видном месте, по нескольку сотен лет, прежде чем их кто-то найдет. В любом случае, если хотите что-то найти, на всякий случай постучите по стенам своего жилья. Вдруг и у вас что-то спрятано. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если понравилось это видео. До встречи в следующих видеороликах. Пока!